Всем привет! И сегодня я опять буду снимать через зеркало. Мы начинаем цикл видео о тренировке бицепса. Сегодня мы разберем обычные сгибания на бицепс, классика, как говорится. Но это будет длинное видео, потому что классика кажется простой, но у нее есть очень много вариаций, которые я сейчас поэтапно покажу. Первое, что я хочу объяснить сразу, это хваты. Хваты есть разных типов и почему они делаются. Самое простое. Почему мы берем штангу узко, средне, либо широким хватом? Если мы представим направление нагрузки на бицепс прямо, да, то мы можем обратить внимание, при средней позиции кисти у нас работают плюс-минус одинаково оба пучка. Если же у нас какой-то пучок бицепса отстающий, потому что это двуглавая мышца плеча, внешний пучок, внутренний пучок, их два, они вот здесь два. Да, и кто не знает, я уже рассказывал в предыдущих видео, по медицине у нас плечом считается рука до локтя от плеча, а предплечье, поэтому и предплечье, что оно до кисти идет. Поэтому многие путаются, думают, что плечо это только здесь. Нет, это двухглавая мышца плеча, это трехглавая мышца плеча. Так вот, нагрузка у нас идет направлением прямо на мышцу. И изменяя позицию кисти на грифе, мы можем смещать эту нагрузку на внешний пучок, либо на внутренний пучок. То есть широкий хват мы делаем внутренний пучок, который видно, когда мы показываем двойной бицепс. А узким хватом мы делаем внешний пучок, который виден, когда мы делаем muscular позу. Вот. Что еще я хочу объяснить? Какая разница в позициях кистей на грифе? Все мы знаем, что штанги есть в основном для сгибания двух типов. Это изогнутая штанга и прямой гриф. В чем их различие? Изогнутую штангу мы можем брать хватом таким, что у нас большой палец находится выше, чем мизинец. Соответственно, таким образом мы подключаем предплечье к нагрузкам и делаем это в помощь бицепсу. Если же мы хотим максимально исключить нагрузку с предплечья и изолировать нагрузку на бицепс, то мы переворачиваем штангу таким образом, чтобы мизинец был выше, чем большой палец. Вот этот хват вам мало кто покажет в спортзалах. Вот такой хват, когда рука направлена большим пальцем наружу и мизинец выше, называется хват Ларри Скотта. Того самого, который придумал скамью Скотта для фиксации локтей. О нем вы можете почитать в Википедии, не буду затягивать в видео. Такой хват самый тяжелый считается, потому что нечем помогать, кроме спины и дергания. Соответственно, у вас максимально изолированно работают бицепсы. Но в таком хвате не стоит бежать за весом особенно. Потому что если же вы будете спешить взять побольше и впечатлить телочек в зале, вы порвете себе бицепсы. Это произойдет очень быстро. И наши в большинстве своем косорукие врачи пришьют вам его криво. Из-за чего один бицепс будет при позировании хороший, а второй бицепс будет подстреленный. Потому что часть его отрезали при операции. Не рискуйте, не портите свою симметрию. Поэтому... особенно в хвате Ларри Скотта нужно быть аккуратными. Есть средний хват ровным грифом. То есть это может быть малый гриф, это может быть гриф, которым вы делаете жим. Опять же, узкий или широкий хват вы уже знаете, почему они такие. И вы делаете сгибание. Здесь, можно сказать, 50 на 50 предплечье выключено и 50 на 50 изоляция. Но это укрепит ваши кисти. То есть самый легкий хват такой. И чем мы больше разворачиваем большой палец наружу, тем нам становится сложнее. Из-за того, что мы изолируем нагрузку на бицепс. А теперь мы разберем стили выполнения сгибания на бицепс.
Классические сгибания. Я специально снимаю через зеркало, чтобы вы могли видеть, что я не шатаюсь. Частая проблема – это забрасывание спиной. Взял много веса, начинаешь помогать. Также мы можем уводить локти назад при сгибании, то есть проглатывать локти, так называемо, назад. Мы можем уводить локти вперед слишком сильно, пытаясь поднять гриф больше, чем мы можем. Слишком высоко. Не нужно. Просто фиксируем локти, не прижимая к себе. Сгибаем и разгибаем локти. Все. Это же касается прямого грифа, любых позиций кисти и так далее. Неважно. То есть основы я вам объяснил. Теперь техника. Если же вам нужен читинг, вы опытный атлет, вы хотите сделать больше повторений, у вас много повторка, небольшой вес, но у вас грыжа спины или вы не хотите задействовать спину, мы можем сделать читинг. Но есть особенность, как его делать. Я стану боком, надеюсь, будет видно лучше. Я подседаю немножко в коленях, сгибая их. И в момент, когда я уже не могу поднять штангу и мне тяжело, я делаю импульс коленями. Вот этого импульса вполне достаточно, чтобы подбросить вес. Но как вы могли обратить внимание, спина моя не забрасывалась назад. То есть я помогал себе за счет импульса коленями. Плюс ко всему, таким образом, я снимал нагрузку с поясницы, так как я пружиню ногами. И колени забирают часть давления статического от веса на себя. Есть еще несколько интересных подходов, как задеть бицепс, если вы достаточно опытный атлет и обычные сгибания вам уже не интересны. Хочется разбавить тренировку чем-то новым, особенным. Как же это сделать? Есть несколько стилей. Первый — это 21, или шуточное название очко. 21, опять же, любой хват. Мы делаем первые 7 повторений низ-середина амплитуды. Потом мы делаем 7 повторений вверх-середина амплитуды. И 7 повторений полная амплитуда. Чтобы не путаться, мы делим амплитуду на 3 части. Низ — это там, где у вас пах. Середина — это половина движения. И верх — это полный сгиб, вот где у вас под шеей находится гриф, не выводя локти вверх. Опять же, все правила, которые я рассказывал про нешатание и прочее, здесь работают. И основы вы используете на сгибаниях везде. Это может быть штанга, гантели, что угодно. То, что я рассказал в начале видео, используется везде. Еще один момент я подсмотрел у фитнесистов. Фитнесисты достаточно интересные ребята в плане технических разных усовершенствований для упражнений. Хоть они и небольшие, как многие стремятся там до гигантских размеров раскачаться, но они интересные. Я у них подсмотрел интересное упражнение, это 1/9. Допустим, опять же, вы опытный, вам не интересно делать обычные сгибания, хочется на что-то переключиться, но при этом, чтобы это было что-то близкое к классике. Есть такое сгибание, как 1/9. Сгибаем полностью, и на каждое повторение мы увеличиваем амплитуду на 1/9, доходя до полной амплитуды. Поверьте мне, вы возьмете гриф десятку, повесите по 7,5 длины, и полные штаны кирпичей будут. На вот этих 1/9, если у вас высокоинтенсивная тренировка, ну и руки там по 45-46 хотя бы, вам будет сложно. Но это хорошо прогрузит бицепс, в принципе, во всех его положениях сверху донизу. Даже, может быть, заденет пиковидность бицепса. Есть такая штука, которая подходит для новичков. Допустим, у вас есть ученик или вы сами новичок, и у вас не получается держать спину ровно при сгибаниях на бицепс, а хочется сделать бицепс правильно. Как же себя приучить к тому, чтобы сгибать руки со штангой, не делая вот эту вот ламбаду? Как это сделать? Есть один из методов.
скамья Скотта. Мы садимся к скамью Скотта, так, чтобы спиной можно было вертикально облокотиться. И просто сидя, сгибаем руки на бицепс. Вам, естественно, будет тяжелее гораздо, чем обычно, но в любом случае это приучит вас держать спину ровно. Хотя вы и жертвуете амплитудой. В принципе, этого будет достаточно для обучения. Потом, когда вы будете стоя делать это упражнение, вам будет гораздо легче отделить ощущение спины от ощущений в руках. Я рассказывал в начале видео о скамье Ларри Скотта. Это та самая скамья, которую изобрел Ларри Скотт. Для чего она нужна? Если вы видели старые фотографии 60-х, 70-х годов, бодибилдеры там использовали перекладину с выемками под руки, под локти, которую они одевали на ремень на шею, упирали туда локти и делали сгибание с фиксацией. Это не всегда удобно, потому что, используя большой вес, вам будет давить под дых эта же перекладина. И фиксация уже получается как в минус вашему качеству движений. Поэтому сделали лавку. Придумали лавку, так как, насколько я помню, Ларри Скотт был инженером. И вот в этой лавке стали делать бицепс. В принципе, все те же правила, что и на сгибаниях стоя. Просто у вас зафиксированы локти. Опять же, мы здесь полностью локти не разгибаем никогда. Если вы будете каждый раз делать в полный разгиб, то вы дойдете рано или поздно до веса, который со временем вам оторвет бицепсы. То есть, если вы будете вот так делать, как я сейчас, только там полтинником, вполне возможно, что бицепсы у вас оторвутся. Поэтому разгиб здесь идет не полный, так как у меня сейчас. Градусов 160 это максимум. И полный сгиб. В этом плане здесь выемка на грифе очень помогает не ударить себе же по зубам. Все остальное здесь делается точно так же, как и стоя, как я показывал в начале видео. Еще для фиксации используют скамью. В частности, скамью из станка Смита для упора грудью. То есть мы можем лечь грудью на скамейку так, чтобы голова была на весу. И делать сгибание на бицепс лежа на груди. Для фиксации спины опять же. Но здесь тяжелее в том плане, что локти имеют возможность двигаться назад-вперед. И вам придется фиксировать их вручную, чисто на своем внимании. Если же вы будете шататься, у вас будет работать плечо и все что угодно, кроме бицепса. Если у вас в спортзале нету лавки с изменяемым углом, что очень вряд ли, также можно использовать гиперэкстензию. Это тот станок, который мы делаем, который мы используем для поясницы. В предыдущих видео на спину вы можете найти видео об этом станке, и не одно. Точно так же мы ложимся, фиксируем подушками подмышки и делаем разгибание. Со штангой любой, прямая, кривая штанга, гантели, гири, блины, неважно. Вам нужно отягощение. И позиция кистей и больших пальцев. Вспоминайте, да, позиция больших пальцев. Чем шире, тем больше изоляции для бицепса. В принципе, теперь вы сможете по полкам разложить все типы сгибаний на бицепс, классических. И вот это видео вам воочию показывает, почему я не люблю, когда спрашивают, сколько берешь веса, или сколько жмешь, или база до отказа. Базовое упражнение должно быть. Вот сейчас вы посмотрели одно упражнение базовое в разных вариациях. Как вы думаете, что ответить таким людям? Набирайтесь знаний, избавляйтесь от мифов и смотрите новые видео.